Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши прямые эфиры. Иногда вот с таким опозданием, но причины уважительные, но главное, регулярно, по вторникам говорим в прямом эфире с Игорем Масейчуком. Игорь Владимирович, приветствую вас. Витаю, приветствую, дорогие друзья, приветствую, Александр. Друзья, прежде всего, и, наверное, самое главное, что нужно сказать, это, конечно, поблагодарить за то, что уделяете время. Это самый дорогой ресурс, самое ценное, что есть сейчас у каждого человека, нашим разговорам. Искренне благодарен всем за лайки, хорошие, добрые комментарии, комментарии по сути, комментарии по делу. Конечно, за то, что вы активны в вопросах, которые можно оставить. QR-код в формате прямого эфира – это возможность задать вопросы, поддержать канал. С этих вопросов будем начинать. Также заблаговременно оставляйте свои вопросы к эфиру в сообществе YouTube. И, конечно, будем подключать чат трансляции. Начнем подключать его прямо сейчас. Вот прям сходу и со старту. Голосуйте, друзья. Вопрос такой, до каких рубежей будет идти война? Все закончится, когда дойдут до границ, ну и варианты, да, вот варианты. Донецкой области, то есть это точка, и потом все закончится, будет уже по-другому. По Днепру, Киев включительно, областей, которые в Конституции РФ. Ну, то есть то, что они начертили себе, вот туда будет и идти. И потом уже какая-то новая реальность. Ну или еще вариант для ценителей, для гурманов, для любителей, скажем так, такого важного, вот с Польшей, да, то есть вот полностью оккупированная Украина. Это, кстати, хорошая отсылка и на слова Зеленского, что пока Украина полностью Путиным не оккупирована, ну, мы побеждаем. Игорь Владимирович, как бы вы ответили на этот вопрос и что думаете? Вообще, вот мы же меряем временем, меряем территорией, квадратными метрами. Вот если взять второе. Александр, смотрите, ответ очень прост. Война может остановиться либо на линии разграничения, либо на границе с Польшей. Вариант границы с Польшей очень опасный и может произойти. Я этого очень не хочу, я сразу говорю, это, я против, это катастрофа, это потеря государственности, потеря людей. Но есть два человека в мире, которые заинтересованы такую войну вести. Один – это Владимир Путин, и его мотивация для меня понятна абсолютно. А второй Владимир Зеленский. Его мотивацией, его зеленых гнит я с вами могу поделиться. Они понимают, что им бежать некуда, что у них подгорает все полностью и полностью. Я рассказывал уже когда-то, что мои друзья были очевидцами там одной пьянки, где эти их не подсматривающие, подглядывающие находились. И они там на полном серьезе обсуждали, говорят, мы будем воевать, надо столицу с Киева перенесем. А надо не только по Чернобыльской, а по Хмельницкой же шахнем. Это самое. То есть люди, страна в заложниках у террористов. У террористов, которые кидают свой собственный огонь, вернее, народ в огонь. Я вчера общался там с дипломатом одним, и она мне рассказала такую историю, что я, честно говоря, охреневший вот это, по всю секунду. Значит, дословно это выглядит так. Она спрашивает у коллеги, говорит, а как вот это и какая цель была выпустить 18-23 молодежь? Это пиар, это желание, чтобы не выступали против режима в середине. Что это было?
А она говорит, ну это американский дипломат, говорит в ответ, это мы их выдернули. Мы их выдернули, потому что одно из моделирований ситуации показывает, что через 3-4 года они могут против нас воевать. Интересно. Даже, я бы сказал, шокирующе. Ну, я же говорю, это не просто, ну, если бы это был не разговор дипломатов, а одна баба на базаре сказала, то это одна история. Но это был разговор дипломатов. Один дипломат представляет международную организацию, второй американский дипломат. Понимаете? Поэтому, учитывая это, я понимаю несколько вариантов развития событий, и один меня, ну, вообще не радует. Игорь Владимирович, ну давайте так. Это на самом деле мысли, которую нужно развивать, да? То есть, когда реально взрослые люди, что боятся, что против них будут воевать их дети, ну, дети, 18-22, по большому счету, это означает, что перспектив у государства нет. Александр, смотрите, я глубоко убежден, что с нынешним руководством, я это не раз говорил у вас, с нынешней вот этой кликой зеленых гнид никаких перспектив у нашей страны нету. Они будут воевать, как он говорит, пока есть территория Украины не побеждена. Они будут отступать, они будут уничтожать своих политических конкурентов. История учит тому, что ничему не учит. История УНР кому-то научила кого-то. Гетьманата, УНР. Выводы сделаны. Там же Петлюра тоже расстрелял выдающегося полководца Петра Болбочана. Ну, то есть, понимаете, это пока еще никого не расстрелял, но кого-то на улице убили, кого-то там еще. Ну, мы понимаем, вопросов много, больше. Плюс до того, ну вы же посмотрите, я сегодня это написал, это уже, конечно, как мне сегодня позвонил один мой товарищ, говорит, ну ты уже на грани фола. Ну, смотрите. Нет, ну подождите, вы какого фола? Вы под санкциями, вы это рука, как голос Кремля, националист Мосейчук. Ну да, так вот, РНБО все больше начинает напоминать чебуречную. Я вчера увидел это назначение. Какой-то мальчик, 28 лет, вся семья в миротворце. Тут если в миротворце хоть кто-то, то тебя палками на улице бить будут. А тут прям в РНБО, пожалуйста. Брат, сестра, мама, папа и дядя. Все там, все торгуют с РФ, все это, все алаян. Ну, и тут возникает вопрос. Ребята, а вот это вот, давайте так. Микола Петрова коп? На кладбище Тимошенко, Петренко, в лучшем случае Иванов какой-то, да? А на схемах, на мутках, на бюджетном бабле Алаяны, Мамаяны, Арахамии, кто там еще эти, Шефиры, Минтичи, ну я Меровы, да. извиняюсь. Смотрите, а вот здесь вот тоже очень интересный момент. Сейчас для украинской власти подгорело. Это замечают многие. Вы об этом говорите достаточно давно. Вот как только произошла вот эта история с квартирой Минтича, вы это все
планомерно отслеживаете и, собственно, выдаете у себя на канале. Подпишитесь на Мосейчука в Телеграм и в Ютуб. В общем, милости просим. Но давайте будем как откровенно. Насколько далеко может зайти эта ситуация? Сейчас мы видим, ну, просто умопомрачительное событие. Война между СБУ и НАБУ продолжается. Значит, детектива НАБУ так ничего с ним и не решили. Ну, то есть того, которого задержали. Поймали нардепа от ОПЗЖ с Христенко. Причем каким-то таким странным макаром передали из ближневосточной страны. Да елки-палки. Там все прячут деньги, всех мастей. Русских, ну, я им русских. скажу, могут после этого забирать деньги и сваливать. Чем быстрее свалят, тем больше шансов. Нет, так это ведь правда интересный момент. И все это Я расскажу крутится... подробности. Все это Александр. крутится вокруг какой основной цели? По-моему, цель с зеленой задничкой. Ну, цель абсолютно понятна. Целью является Магомед Расулов Руслан и добытые им доказательства преступной деятельности по нескольким предприятиям, которые это расследование потом совместное привело в квартиру господина Миндича. Все же не с квартиры началось, они же не пришли сверливаться у нее, потому что это Миндича квартира. Расследовалась коррупционные схемы на объединенной горно-химической компании, там, где добывается ильменит, который по сегодняшний день во время войны отправляется в Чехию, а оттуда в Россию. С него делается титан, который потом в виде баллистических ракет и других подобных вещей прилетает по нашим городам. Понятно, что вся эта схема, заработанные миллионы, выведенные, все, эта вся схема просто, если будет раскрыта, ну это звездец. Их передушат, я имею в виду зеленый гнит. Люди передушат. Второе. Они расследовали Одесский припортовый завод. Там расследование шло не просто, а вместе с группой ФБР. Вот тут интересный момент, потому что есть задержанный в Калифорнии по делу, есть задержанный в Турции по делу. По одному, по второму. И там есть подозреваемый такой, главный подозреваемый, организатор схемы, о нем недавно писала турецкая пресса, вы, наверное, видели, такой себе Андрей Гмырин, который во время войны получает транши с Украины, и в Эмиратах уже 52 объекта недвижимости, и бизнес с одним из шейхов. Значит, что им надо? Им надо стереть это дело. Каким образом? Либо дискредитировав этих детективов в ноль, и материалы, которые были собраны, либо их стереть просто. Для этого они знали, что есть народный депутат Федя Христенко, который поддерживал с этими детективами определенное общение. Сейчас я уже могу сказать, что у него были доказательства и было понимание хранения, где находятся пленки Миндича. Я, Александр, должен был лететь к нему и брать у него интервью. И мы даже договаривались, что эти материалы будут переданы мне. Это теперь я уже могу сказать, бо я же не полечу, естественно, никуда. И вообще всем рекомендую не посещать эту страну. По крайней мере, в ближайшее время. Я имею в виду Объединенные Арабские Эмираты. Значит, в результате что произошло? В тот день, когда я планировал выезд, Христенко дома задержали правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов. После этого я с супругой записал интервью, вы его все видели, наверное. И поместили в тюрьму.
Ему были наняты адвокаты на серьезном очень уровне. И от адвокатов я знаю, что на сегодняшний день, внимание, де юре, народный депутат Украины Федір Христенко не покидал Объединенные Арабские Эмираты. Более того, Так а дело как же не экстрадиционное покидал? не закрыто. Его же вот, так сказать, заросшего, потяганного. де-факто он находится на Скольдовом проулке в городе Киеве в следственном изоляторе СБУ. В общем, у него сейчас два варианта. Или давать показания, Сейчас перейдем до вариантов. давать показания на набушника или на СБУшника. Что произошло? Один из замов главы СБУ дважды прилетал. Один раз прилетал, вел переговоры с Христенком, чтобы кто-то говорил Набушникове себя и оставался в Эмиратах. Вот, он отказался. А второй раз уже забрать, прилетал. Он был отдан после 4 разговоров Владимира Зеленского с шейхом, президентом Объединенных Арабских Эмиратов, и контактов службы безопасности и спецслужбы в обход дела экстрадиционного, в обход государственной границы. Вот так он попал в Украину. Дальше какой вариант он выберет? Я, честно говоря, Александр, я не знаю Христенко лично, я не был с ним знаком. Я не могу сказать, что он изберет. У него вариант один. Дать показания на Набушников, это на себя дать показания. Понимаем, да? Это же на себя дать, кроме всего, показать. Что я агент Кремля. И они агенты. Я им давал задания, а они вот это придумали пленки. Понимаете, вот это подобную якусь ересь сочинить. И используя там искусственный интеллект, наделать 100 дубликатов, понимаете, да, там раскидать, раздавать, и благодаря свидетельским показаниям это вывалить. Возможен такой вариант? Возможен. Уже, возможно, договорились с русскими, что мы потом его обменяем. И такой вариант возможен. Нет, смотрите, Но, давайте четко. Смотрите, вопрос же стоит не в каком-то, при всем уважении ко всем, но не в каком-то Христенко. В показаниях и в дискредитации пленок и детективов, которые их собирают. Конечно. Получается, нужно любыми судьбами взять и сказать, что это все ИПСО российское. Это вот для этого Христенко должен дать показания о том, что я агент Кремля, я с ними сотрудничал, я там с ними мы пленки придумали по задаче там какого-то управления ФСБ или ГРУ, неважно. И и вот решили втюхать украинскому обществу для дестабилизации ситуации в среде. И вот у нас есть 10 вариантов пленок. После этого 11-й, даже правдивый, вы понимаете, будет воспринят же никак. Поэтому вот это разворачивается операция. И либо Федя этим путем пойдет, либо Федя все-таки заортачится, проявит стойку и будет говорить другие вещи. Пока его нам не показывают, я думаю, идет какой-то процесс. У меня по этому делу, чтобы мы этот кейс закрыли. Не-не, мы не закроем этот кейс. Мы не закроем, потому что вообще, как вы относитесь к информации, что у Миндича находится флешка с 1 700 000 000 в криптовалюте? Зеленского. Конкретно Зеленского. Смотрите, у Миндича, у Шефира, у Чернышова и еще нескольких членов семьи и близких к семье находится доступ к деньгам Зеленского. Я не считал количество криптовалюты. Я же не могу это утверждать.
Я не видел этой флешки. Я, например, могу утверждать, что 40 миллионов с офшорной фирмы, которая фигурировала в расследовании Panama Papers, они где? Они в Омане. И прятал их лично Зеленский и Шефир. Вот это я могу утверждать. А сколько денег на флешке, ну, Миндич мне не показывал, Александр. Я не хочу, ну, вы понимаете. А чтобы подвести черту под вот этой историей с Федей, ну, пунктирную, потому что мы к ней будем в любом случае еще не раз возвращаться, я должен сказать следующее. Вся эта ситуация мне напоминает изнасилование женщины, которая его очень хотела. Ну, скажите мне, пожалуйста, почему НАБУ не начинает реализацию флешки? Не информационную выдачу Шелесту, Мосичуку или какому-то, ну или кому-то, а не обращается в суд, не приносит доказательства. Говорят, ну сидит Магомед Расулов. Говорю, да, но руководитель САП может изменить полностью детективно-следственную прокурорскую группу в деле. Доказательства существуют, оно же не упало там это самое и так далее. И на опережение они, допустим, и детективам помогли, и Христенку помогли. А так, понимаете, это напоминает, я же не зря провел аналогию. Ой, меня насилуют, но мне очень приятно. Ну, где-то приблизительно вот так. Ну, знаете, как понятно, что надо расслабиться, получать удовольствие, если ничего не можешь сделать. Так, а кто реально что-то может Или не сделать? хочешь, потому Смотрите, что что... многие говорят, а директор НАБУ близок там к Ну, Олегу директор... Ильичу, и Ну, еще кому-то. директор НАБУ, ну, он не имеет полномочий указывать или влиять на своих Я детективов. понимаю это, я понимаю, но палочки может ставить. Получается, очень интересная штука. При всей сохраненной независимости НАБУ, да, как органа, ну, просто можно выключать по одному и ставить под контроль. Смотрите. Так как американцы как на это смотрят? Европейские те же партнеры. Сегодня очень интересные звоночки из Европы пошли. Вообще никто не ожидал в Европарламенте. Одни говорят, ребята, давайте не будем как бы кривить душой, какая Украина. В каком, простите, месте Европейского Союза? Кто о каком членстве говорит? Это там одна сказала, евродепутатка. А другой докладчик говорит, ребята, хотите, чтобы ЕС, ну как бы, приняла Украину? Ну, пожалуйста, политзаключенных, санкции поснимайте, давайте что-то делать, давайте, демократия. Вообще никто не ожидал этого. Так, а почему никто не реагирует на войну спецслужб? Тут очень интересный момент. Смотрите, политики Евросоюза, которым Украина доставляет намного больше проблем, чем политикам США, они реагируют более на это открыто политически. Более того, то, что мы слышали, это начало. Я думаю, к весне будут через одного выбора говорить, потому что это уже подзамахало всех и вся. Понимаете, эта история вся. Вот. Но оставим политическую часть политической, вернемся к нашей правоохранительной, к НАБУ и СБУ. Значит, НАБУ – это орган, который был создан с помощью Госдепартамента США. Я очевидец этого. Нас в комитет приходили люди ломать по голосованиям некоторым. Они получают деньги с Госдепа. И Госдеп, по идее, на них должен был бы оказывать прямое влияние, как и было при демократах. Но в Соединенных Штатах произошла смена власти,
И основное сосредоточение власти, интересов власти Трампа, администрации Трампа происходит в средине Соединенных Штатов. То есть последствия в средине их интересуют намного больше. Поэтому они реагируют на это НАБУ. Ну да, у нас есть орган, который может помочь приструнить. Ну да, ну его демократы создавали, но там надо разбираться, там надо это далеко. Нас интересуют более глобальные проблемы. Глобалисты в Европе, остановка войны, этот самый сотрудничество с Россией, цены в магазинах, в конце концов, ну, в Соединенных Штатах. Вот. И так далее, и так далее. Убийства в Соединенных Штатах. Коррупция в Украине на сегодняшний момент, завтра все может поменяться, интересует республиканцев и Дональда Трампа только как инструмент, благодаря которому они думают, они смогут заставить зеленую власть пойти на какие-то мирные решения, вопреки глобалистам, на переговоры с Россией и остановкой войны. К сожалению, они недооценивают Зеленского. Зеленский в спайке с глобалистами играет прекрасную роль. Он рассказывает Вашингтону о том, что они там готовы на переговоры, вот здесь на переговоры, вот там. А на самом деле является тараном глобалистов по снесению самого Трампа и трампистов от власти. Это главная цель. Война в Украине, ну, сгорит там еще несколько миллионов. Ну, сгорит. Захватят еще территории, ну, захватят. У них есть другие их глобальные цели. Их не интересуют интересы украинского народа и украинской страны. Поэтому они готовы вместе с Зеленским вот это делать. И они реализовывают. А Трамп находится в парадигме какой-то другой. Вот недавно пришли к Трампу люди там, к Венсу, говорят, смотрите, тут Зеленский, ну, and Company, хотят продать Одесский припортовый завод. А это чисто внутренняя американская история. Там на них смотрят как. Ну, причем, где Америка, где Одесса, где это. Дело в том, что поток аммиака, который готов пропускать Одесский припортовый, производить и пропускать, это прямо будет влиять на цены в магазинах Соединенных Штатов Америки. Аммиак основной удобрение в США. США главный потребитель, ну, экспортер по всему миру. У них инфраструктура на фермеров, ну, заведена. У них это все отлажено. Теперь, Тольятти, Российская Федерация. Самый большой производитель аммиака в мире. От него прямой продуктопровод к нам на Одесский припортовый завод. Оттуда экспорт куда? Ну, по миру. Плюс производство наше украинское, ну, есть. Это делает самым дешевым аммиак доставку по миру и влияет на Азию, на Америку. Если этот аргумент сейчас на Трампа не сработает, ну, тогда я удивляюсь. Мне очевидно, что мы имеем 3 стратегических момента серьезнейших, которые могут повлиять на остановку войны, стабилизацию всей ситуации и быть гарантией и недопущения войны в дальнейшем.
Это наша газотранспортная система, точнее то, что от нее пока осталось, с хранилищами, хранилища сами ценные. Это Одесский припортовый завод. И это ОГХК, ну, о котором мы говорили, горно-химическая компания. Почему я так говорю? Газ российский, труба украинская, продать в Европу в нынешней ситуации его способен только Трамп. Снизить цену на газ в Европе, влиять на европейскую политику. И самое главное, ну зачем война, если вот этот бизнес у троих есть, правильно? Ну, то есть фактически. Аммиак, продукты питания во всем мире. Россия, Украина, Одесский припортовый, Америка продажа. Есть там такой господин Кох, который владеет одной из самых больших компаний. И он, кстати, самый старый спонсор, ну его семья, республиканской партии США. Именно аммиачный король. Значит, третье – ильменит. Его добывают в Украине. Наибольшее производство титана, а именно титан производится с ильменита в Российской Федерации. Ну вот Это эти у вас пункты, простите, да, какие-то матюкливые названия, вот это. Игорь Владимирович, главное это у нас что? Армия, дроны, которые, как Стерненко написал, 60% в топку, потому что они не помогут ничем. Главное у нас это, что там, членство в Европейском Союзе, гарантии безопасности, да? 26 стран, которые там должны ратифицировать, это же нам все рассказывают. И у меня такое ощущение, что люди как бы забывают про Швейцарию, помните, саммиты мира, формулы мира. Им можно по-новому впарить тот же самый сюжет, ну, немножко видоизменив канву. Александр, смотрите, я сейчас скажу вам одну очень простую вещь. Продают туфту, продают спектакль, продают новый сезон старого сериала, как жвачку. Продают это все. Смотрите, если завтра дают членство в Евросоюзе, вот завтра дали под какие-то гарантии, это будет членство, которое растянется на полстолетия или столетия, потому что в Хорватии была против нас, ну, масенькая война, и растянулась на, по-моему, 15 лет, если я не ошибаюсь, ну, до 15, если я не ошибаюсь. То есть они формально были в ЕС, но только формально. Это один момент. Второй момент. Не восстановив страну, вступать в ЕС – это просто превратить страну в территорию по выращиванию каких-то сельхозкультур. В лучшем случае добыча минералов. Никакой ни переработки, ничего. Выкопать руду, минералы, вырастить что-то, вывести – это да. Это с экономической точки зрения. Я же говорю о вещах глобальных, о вещах, которые не просто лозунги, а о вещах, которые дадут денег, которые дадут гарантии реальные. Я уверен сейчас, если бы был создан консорциум, который предлагался тогда немцами и россиянами, помните, да? Газотранспортной, войны бы не было. Войны бы не было. Ну кто бы убивал свой бизнес? Игорь Владимирович. Понимаете, я предлагаю концептуальные вещи, как соединить вот эти все геополитические и экономические вещи, найти пазлы, смотрите, которые не дадут дальше страну уничтожать. Судя по тому, что мы имеем сейчас, концептуальная вещь, как должна происходить война, будет заключаться в следующем. До основания, а потом. Потому что о черной зиме уже не говорит ленивый, удары по энергообъектам есть, газотранспортная система, которую вы включили в этот перечень, да, список каких-то возможных... Еле дышат на ладан. Ну, правда. То есть это Нет, все. да я знаю, я говорю то, что есть. Еле дышат на ладан, да.
То есть там буквально, смотрите, есть просто разное. Одни, конечно, так пропагандистски к этому относятся, но есть люди трезвомыслящие. Некоторые говорят там 5 ударов и все, там 5 точек и погасят. Не 5, 15, но погасят. 15 ударов, попавших в цель. И, собственно, все. Александр, Украина в каменном Александр, веке. Александр, Александр, я скажу вещь, которую знают в России прекрасно, которую знают в Украине прекрасно, поэтому это не военная тайна, я расскажу нашим гражданам. И вот это, чтобы они меньше слушали этих пропагандистов. Как вы думаете, 75 дронов в одну точку от фонаря бы кто-то отправил с Российской Федерации? Значит, 75 дронов вошли в одну точку, компрессорную станцию, под моими родными Лубнами. Это станция ГСМ, ну, ГТС. Там содрогалось небо, ну 75 дронов, понимаете, подряд при том. И ни один не был сбит. Вошли в ГТС, в этот объект ГТС, все там рвало, разорвало. Самое интересное, это один из основных объектов, через який в систему газотранспортну страны вливался добытый наш газ. Теперь этого объекта нету. Они прислали туда 75 дронов. Ни одну полуракету или полудрон, как в Чернобыле или в Кадмин, а 75. И никто ничего не сбил. Поэтому нас ожидает, к сожалению, кровавая осень. И нас ожидает очень жестокая зима. Дай бог, чтобы она была теплой. Ну, кровавая осень началась. Населенный пункт Яровая Донецкой области. Сегодня был жестокий удар по как бы месту, где приехала машинка Укрпочты и раздавала людям пенсии. 24 уже погибших, там столько же раненых, то есть полсотни человек зацепил этот удар, половина погибли. Я давно такого не видел. И вот правда давно, когда на президентском вот этом телеграм-канале выкладывается фотографии, видео, да, вот это вот а-ля Буча, то есть конкретно вот это вот все, там Ермак тоже постит, то есть это конкретный вот такой шаг, это конкретно использовали эту трагедию. Причем, простите, конечно, но мы не знаем, у нас есть официальная версия, мы, ну, как бы, понятное дело, там, нормально относимся, но несостыковки в ситуации с ударом по кабинету министров, они есть. Эти несостыковки, да, объективные такие, здравомыслящим людям видны эти несостыковки, предполагают еще очень нехороший сценарий. Мы все знаем, что есть, ну, такая практика, да, слива точек и координат. Минобороны Российской Федерации этот населенный пункт сегодняшней трагедии Яровая указала как, ну, поразили личный состав, ну, короче, били по военным. И еще было 2 удара. Это все было в одном сообщении одной сводки. Не кажется ли вам, что эти точки, куда приезжают мирные, сливают под видом, скажем так, ВСУ, ну и мы имеем потом то, что мы имеем? Жуткую картинку. Вот сейчас буквально вот только что во время эфира приходит информация, Шмыгаль выходит и говорит: 10 систем ПВО Патриот, снаряды к ним, санкции ужесточить, и мы вот тогда победим. Явно же видна эта стратегия и линия на продолжение войны и усиление градуса эскалации, а уж никак не на откате к каким-то договоренностям. Смотрите, я вижу несостыковки в куске Искандера, который оказался в Кабмине в выходной день, рано утром. Это обошел. Ну, зачем?
Я не могу утверждать ничего по сегодняшней ситуации. Конечно, если бы у нас было доверие к службе безопасности, они не за детективами бегали, ну, с чего мы начали, а за реальными наводчиками. Если бы у нас не Ермак и Зеленский выкладывал хиба что политическое, а потом Шмыгаль, ну, выступал, а вышел полковник там, или генерал СБУ и сказал, вот нами зафиксированы полеты ракет, их координаты, вот заявление россиян, вот мы поймали наводчика, это ложный был или не ложный, или, ну, что это было, но этого нет. Естественно, существует 150 версий. Ну, их можно верить, не верить. Но я точно знаю историю с беспилотником на ЧАЭС, который летел на Киев, потом взял, развернулся, летел, что ему передумал лететь на Киев, ему резко захотелось лететь на Чернобыль, он прилетел, гахнул в арку. Нам с вами все рассказывали, что будет гореть, упадет туда Боинг, вы же помните это все, ничего не будет, со всего мира бабки собрали. Пробивает эту арку обычный беспилотник, начинает она гореть 20 там с хвостом дней, понимаем, да, это все горит. И после этого возникает ситуация, когда инспекторов МАГАТЭ не пускают на Чернобыльскую. Говорят, безопасность, пожар, то, все. Мы вам привезем остатки беспилотников в Киев. Мне говорят, подождите. Но если мы его не видели, мы не напишем, что он российский. Ну, понимаете, да? То есть мы не исследовали там ничего. Теперь вопрос дальше стоит. Там же были огромные деньги, ну, зарыты в эту арку. И причина, почему не повезли, что увидели, что фуфло, а фуфло денег МАГАТЭ помогало, ну, со всего мира, да, собирать. Теперь надо собирать повторно, ее же ремонтировать надо, понимаете? Нет, смотрите, тут это, конечно, параллели у многих возникают по поводу этого удара по ЧАЭС, но все-таки вернемся, простите, к Яровой. Удару по этому населенному пункту. Значит, 4,5 километра. 4,5 километра. Это, у нас же модное все вот это boots on the ground, ceasefire, ну вот это вот выражение, да? Это kill zone. Это зона смерти. Выстраивать там очередь возле, простите, машинки Укрпочты надо быть альтернативно одаренным человеком. И вот после этой жуткой трагедии мы видим официальный аккаунт Укрпошты, который говорит, не, мы, конечно, разберемся, мы теперь будем по-другому, как-то так. Смотрите, там же какая история, да, вот чем ближе к фронту, тем, понятно, нет ничего, да, пенсии там сложнее им почтальоны доставляют, света нет, банкомат один на все село, короче, и тот без света, в общем, это все нереально. Поэтому почтальоны, чтобы не бегать, не ездить по селу, которое близко к фронту, они вот так вот должны, по идее, объехать, обойти, бабушкам вручать и все, и уехать. Не, они всех собирают скопом быстро, так типа быстрее. Но это 4,5 километра. И сейчас Укрпошта Смелянский, который гасил несколько дней назад вместе с Малюком марку «Паутина», спецоперация, помните? Смелянский, который матюкает, материт, ведет себя как последнее быдло, как последнее хамло с привоза в соцсетях, когда ему задают нормальные вопросы, ну там по его организации труда Укрпошты, деятельности, которая ни хрена не работает, Смелянский теперь говорит, надо организовать как-то вот правильно, чтобы было безопасно. 24 жизни положили, чтобы организовать, как безопасно работать почтальоном в прифронтовой зоне. Откуда берутся эти идиоты? Александр, это вообще ситуация очень и очень, ну, такая.
все люди, которые отвечают за безопасность в подобных зонах, есть люди. Есть работники служб соответствующих, есть работники военные, есть работники, в конце концов, в организации, как вы правильно говорите, да, ну, которые организовывают. Вот как по мне, российская ракета, заблудилась эта хрень, ну, вы понимаете, они должны понести ответственность. Это ж они в зоне смерти собрали людей в одном месте. Кто навел, для чего навел, это можно разбирать цель. Но то, что вот это было собрано, ну, вы правильно говорите, альтернативно одаренными людьми, просто дебилами по-простому, это факт. Спокойно 5-10 почтальонов пробежались, раздали, забрали, ничего не прилетает, все. Нет, это самое, нет, тут надо всех в одном месте собрать. А действительно, вопрос же закрадается. Одни собрали, кто-то навел. Покажите, вот вы же там все за набушниками бегаете толпами, косяками по Киеву. История с этими дронами, о которых рассказывает этот Стерненко, да? То есть, а знаете, к чему это подготовка, Александр? Это ж подготовка. Это Капитуляции? нет. Чего? Он нормальный американский представитель в НАТО говорит, Украина готова, заморозка по линии фронта, и типа вот, и все, да, вот так. И гарантии безопасности. Это капитуляция. Я понимаю, но в данном случае Стерненко готовит к другому. Его мало интересует исход войны. Это же барыги, которые зарабатывают, ну, на войне. И они понимают, что потом же возникнут, ну, какие-то вопросы. Что-то не взрывалось, что-то не летело, что-то не поставлялось, что-то не работало, понимаете, да? Что-то фуфло было впихнуто. Ну, я вам скажу, есть некоторые альтернативно одаренные, как вы говорите, которые продают, приезжают у командиров, выкупают, везут и повторно продают. И такие есть. Я вам вообще сейчас расскажу уже, чтобы, ну, историю расскажу, еще нигде не звучало. Просто о, ну я даже не знаю, жлобстве нашей власти. Ну, это мы любим. Притом высших должностных лиц. Это не просто, понимаете? Есть у нас спикер парламента Руслан Стефанчук. Он с Хмельницка, как все знают. Три толстяка, команда КВН, мы помним. Да. Ну и вот весной, по-моему, 23-го, возможно, 24-го, уточню, потом напишу отдельно, расскажу, года, ну, военного года. Руслан Байкович не сплачує 1 мільйон податків. Ну, налоги, 1 мільйон налогов. Вот не платит и все. Ну, руководитель налоговой выписывает предупреждение. На предупреждение ложат с пробором. Руководитель налоговой такой нормальный. Второе. И арест имущества. Главе Верховного Совета. По налогам, которые они приняли. По прямым налогам. Это не какие-то налоги с чего-то, акты, штрафы. Это прямые налоги за землю, ну, под объектами, и за недвижимость объекта. Арестовывают имущество. Дальше. Господин Штучный, смотрящий за Стефанчуком у Верховной Рады, той, який руководитель аппарата, звонит в налоговую, говорят, вы что, нам охренели, главе Верховного Совета выписали это самое.
С налоговой звонят руководителю в Хмельницк, а им оттуда говорят, подождите, у нас зарплата, у меня зарплата, говорят, 10 тысяч гривен. Вы предлагаете мне свои заплатить. Ну, человек должен налог. Он руководитель страны, второй в стране, ну, понимаете, человек. Говорят, вы лучше аннулируйте. Ну, там стойкие люди не аннулировали. Проходят сутки, это же не конец истории. Приезжает брат, ну, толстяк еще один. Приезжает брат с делегацией каких-то там руководителей, каких-то там предприятий. Руководителям сказали, вы подождите, вы имеете право, заходите, ну, народный депутат. Руководитель налоговой спрашивает, чем вам помочь? Ну, говорит, могу вам выписать отдельно счет на бумажечку, чтобы лучше видно было. Могу там, но списать его я не могу, это прямой налог. Это даже придумать невозможно. Короче, он там потел, пыхтел, когда узнал, что налоговая знает еще про одно здание в Киеве, которое пока не посчитали, то побежал и на второй день уплатил. Ну, руководитель налоговой, как вы сами понимаете, не работает уже там это самое. Но смысл, ну вы это жлобство можете представить? Человек руководит парламентом, который устанавливает налоги. Налоговый кодекс каждый год принимает, вписывает их все. И тупо с имущества, которое ему не принадлежит, во время войны звонят, говорят, давайте что-то порешаем. У меня даже слова заканчиваются в таком случае. Ну, знаете, дело такое. Слова-то мы найдем. Я хотел бы, чтобы вы еще отреагировали и прокомментировали в нашем эфире, перед тем, как мы подведем итоги и перейдем к вопросам зрителей. Кстати, если зрители, уважаемые, не получается там, или вы не слышите свой вопрос, Игорь Владимирович, у него такая традиция, он берет вопросы из сообщества YouTube и, собственно, добавляет те, которые анонсы в его телеграм-канале, и вот, собственно, открыт к общению, поэтому не переживайте. Но все равно пишите, и спасибо вам большое за то, что принимаете участие в этом интерактиве. Я перед финальной концовкой, вот этой, ну, концовкой нашей программы, финальной частью программы общения с аудиторией, хотел бы вам задать вопрос. А что это было с Кулебой? Вчера, сегодня? Что это за цирк? Выходит итальянская газета, пишет, очень, как бы, цитируя, то есть не от себя там вот это вот, не, они от себя тоже написали, но вот они с опорой на, как бы, ну, происходящее. На общение с, да. На разговор. И да, действительно, слушайте, да, вчера это все сообщила итальянская пресса, вчера уже начал быстренько там судорожно записывать видеообращение Кулеба, мол, нет, я уехал в командировку, я вернусь в Украину. Сегодня еще так, чтобы контрольный. Говорит, уважаемые украинцы, те, которые уехали за границу, возвращайтесь защищать страну в Украину. Ну, чтобы полирнуть, так, шлифануть. Ну, 2 лопаты взял и вернулся, да. То есть, понимаете, но по большому счету, я здесь вижу, это лично мое впечатление от этого скандала и вот этой всей ерунды. Все сразу политический след начали там, а вот Кулеба, его там противопоставляют Залужному. Я согласен с Костем Бондаренком. У каждого Зеленского должен быть свой Рудольф Гесс. Я все равно думаю, что, это, понимаете, это на всякого мудреца довольно простоты. Ну, как они работают? Тем более газетчики. Он приходит к тебе, общается с тобой минут 40, там кофе пьет, чай. Может, это даже в движении где-то было. Это так расслабляет человека, с которым ты беседуешь. То есть они прогуливались, возможно. Может, по телефону, что тоже, в принципе, ну, если человек, ну, только такой, чтобы ты ему доверял, да, выводишь на разговор, и ты... Во-первых, это наша вот эта меншовартість, вот это вот лизоблюдничество, вот это вот, да, когда, сейчас меня карьера де Лассера напишет, и вываливают трусы наизнанку. Работает с одной стороны. А с другой стороны, знаете, что работает? Но они же этого не опубликуют. Это вроде как сказано было,
А они публикуют, они записывают на диктофончик, записывают, пометочки делают, а потом вываливают в статью. А дальше что делает? Кто? Невистка. И давай опровергать. И это очень и очень тяжелейшая ситуация, потому что параллельным курсом это никто вот как бы так не связывает. 18-22-летние, о которых вы вспоминали. Новое время, материал большой, новая почта, разный бизнес. Молодые люди, которые работают, валят с Да. университеты, берут академ отпуск. Ну, И валят. типа студент, ну в академ, ну Валят и студент. начинают переводиться. Все, то есть и люди как бы так вот разводят руками, оставаясь как у разбитого корыта бабка из сказки. И говорят, ребята, это же катастрофа. А пограничники в ответ там на чей-то запрос какого-то депутата говорят, слушайте, а мы их не считаем. 18-22, сколько их там пережили? Это мы не считаем. Александр, я сегодня в обед смог посмотреть документ Кабмина. Мне показывал коллега один наш. Действительно, запрет существует. Более того, там кроме красиво так прописано, что под него, кроме Кулебы, там попадает ряд известнейших людей. Сейчас все смеяться начнут. Первым номером Петр Алексеевич. Вот эта постоянная игра «не пусти Петра Алексеевича», это уже рыгать от нее, ну, хочется. Уже зашли с этой стороны. Там Арсений Яценюк и еще ряд людей, которые работали на дипломатической работе. Для чего это сделано? Ну, я думаю, что это сделано, чтобы меньше шастали, общались, рассказывали мнения, говорили о санкциях. Потом депутаты всякие повторяют там в Европарламенте, понимаешь, да? Говорили о политзаключенных, потом кто-то там повторяет. Говорили там о выборах, не доведи Господь. Поэтому это элемент, вот мы начали с этого, и я думаю, и подводим итог. Это элемент построения диктатуры. Мы в шаге от нее. Я вам скажу, как только добьют, донасилуют эту девушку, которая набу, и которая непонятно, ей то ли нравится, то ли хозяин за руки держит, понимаете? Ну, то есть я не понимаю, что с ними происходит. Вот, досмотрим эту трагикомедию, ну, до конца, и будем делать вывод. Не хочу наперед забирать, вдруг еще ногами брыкать будет, царапаться начнет. Вот. Но но смысл в том, что мы видим, как зеленый режим двигается к заключительному этапу построения диктатуры, после которого можно будет весной провести выборы. Можно будет где-то останавливать по какой-то линии, к русским даже обращаться. Вот когда я сказал по поводу обмена Христенко, то, ребята, я уверен, я знаю, что контакты происходят. Контакты происходят на уровне спецслужб, на уровнях этого. Интересен ли русским Христенко? Возможно, надо для какой-то другой игры, возможно, ничего личного, там в тесте деньги есть, ну, могут заплатить. Нет, я не считаю, смотрите, тут, опять, я не хочу это просто дискутировать по второму кругу. Я думаю, напишите в комментариях, я просто хочу тоже мнение свое высказать. Смотрите, деньги у кого есть, у русских хватает бобров, которых можно там доить, да, то есть, и денег там хватает. И тут, понимаете, тут дело не в этом. Я просто вижу, что это мутация. Вот эта вот история с агент Кремля, это мутация. Можно ничего не расследовать, можно ничего вообще абсолютно от слова совсем, называешь агентом Кремля и все, вин-вин, дело выиграно. Как вот этого
мужчину, который Порубия, ну, стрелял, застрелил его, да, его же потом разогнали, а он там в чат рулетки с российскими блогерами сомневался в Буче, делал там такие заявления, ой, вражина, а все таки зачем это делается? Ну, чтобы, так это вражина, ну и неинтересно, ну и хай сидит, правильно, а он это, не он это, что вообще это за история, всем плевать. Ну, сколько там, 9 дней по Рубию, все, это отпустили туда душу, ну и хорошо. То есть, а никому не интересна суть. И это легко. Смотрите, первое. Вы абсолютно правы, как играют зеленые. Ну, то есть, тут сомнений нету, вы описали красиво. Последовал разгон, все, негодяй подонок. Может, он 30 раз негодяй подонок, но вопрос в том, он стрелял или не он. Вопрос в том, кто его вел, кто его наводил, кто его сопровождал. Вот это главные вопросы. А вот эти истории с чат-рулетками, они уводят. Вы абсолютно тут, я с вами согласен. Его моральные качества, взгляды на войну и другое меня интересуют абсолютно во вторую очередь, а возможно в третью или пятую, после того, как будет факт. Он, не он установлен. Ну и так далее. Кто заказчик, кто вел, кто сопровождал, какая спецслужба. Вот это вот. А пропагандистские продажи, раз он так говорил, это рука Москвы, ну, это самое. Тут я согласен. Просто не надо говорить, что и со стороны русских, да таких же, как у нас, хватает. Не-не-не, Ничем не смотрите, отличается. смотрите, это очень важная история, ну, чтобы точку поставить, и мы, как обычно, не расстанемся с вами, Игорь Владимирович. Тут люди вопросы пишут, а мы тут это лясы точим. Но это очень важно. Смотрите, здесь идет честь, ну, во-первых, мундира, потому что есть люди, которые умеют ловить преступников. Ну, это профессия такая. Ловить, выслеживать, улики, собирать, доказывать и, ну, в правовом поле, да, защищать, ну, вот Ну, имя, да, ну, вот там ну, мента, что вы хотите сказать? прокурора. Есть власть, которая, ну, как бы стоит за спиной вот этого, ну, Ну, вот этого мундира, который защищает свою честь. А мы приходим к тому, что все, ну, там, раздувают, президент берет на личный контроль, и тогда вот это все. Но еще раз. мне стало стыдно вчера и сегодня, когда выходит Трамп, соболезнования приносит И украинской мне стало, и беженке. я об Это этом сказал. стыдно. Понимаете? Это стыдно. Ладно, Зеленский, но Свириденко и Сибирь, не Свириденко, а Стефанишина и Сибирь, это что было? Тут я с вами, смотрите, я имел в виду другое. Я имел в виду то, что между украинскими и российскими спецслужбами существует контакт. Это факт неоспоримый. Они существовали всю войну. Они были прохладнее, теплее. Они были за деньги, без денег, за связи, за все. Люди, что там, грубо говоря, разные. Меня интересует в истории с Христенком, будет ли обмен. Ну, купят ли. Другого варианта, понимаете, да? Нету другого варианта. Ну, человек себя, для того, чтобы утопить детективов НАБУ, человек должен на себя взять госизмену, притом организатором ихним. Кроме обмена, ему предложить сейчас ничего не могут. И если это произойдет, то я буду утверждать, что за обмен было договорено заранее в день его доставки в Украину. Ну, логично. Причем, смотрите, Я вот это, вы поняли, я вот я это понял, имел. да, мое мнение, что там русскими и не пахнет.
Это мое личное мнение от этой всей В истории. смысле русскими не пахнет? Ну, русскими не пахнет там вот этими всеми разборками, да, то есть Не, госизменами. То есть да, не. и это не исключает, что, Сто ну, процентов, то есть смотрите, вашего сценария развития событий. смотрите, 100%, что никаких русских следов, конопель, хмелей и тому подобное там нету. Это 101%. Просто в истории с Христенко могла быть такая вещь. Засадили с мешком в самолетик. В это время набрали коллег российских и говорят, смотрите, у вас там есть контакт с папой жены Христенко. Вы поговорите, там, может и касса будет, может не будет, может что-то другое будет. Нам надо его отдать. Нам надо его отдать. Нам его надо отдать. Те говорят, окей, договорились, пожали руки и все. Вот, правильно, вот это. Никакого русского следа там нет. Вопрос только, почему спасают Кого? русские Зеленского? Это большой вопрос. Это большой вопрос. Некоторые обстрелы, это как вот наводка, да, мы говорили, а некоторые обстрелы вообще как трям здравствуй происходили. То есть вот, вот вы помните, когда эти даже картонный Майдан уже там, ну, и все видят, власть слабая, да, люди с картонками власть эту шатают. Тут бабах обстрел, видели? Такое впечатление, я же говорил, у меня впечатление, когда-то проснусь, включаю на в эфире колонный зал Кремля. Владимир Александрович заходит ему звезду Героя Не. Российской Федерации. Я бы, А я бы почему лучше, нет? да я бы лучше, Подождите, да я бы, подождите, да а я бы, почему нет, да Александр? да потому что А кто русским сдал сколько земли? я А бы, кто положил на тот свет сколько украинцев? я бы с удовольствием «Лебединое озеро» по УТ-1 посмотрел, Игорь Владимирович. Это да, это да. Я бы «Лебединое озеро» посмотрел, и прям, я думаю, что были бы миллионные просмотры, если бы УТ-1 запустили «Лебединое озеро». Но это все, скажем так, фантазии. Подводим итоги опроса нашего сегодняшнего. Он вот такой. До каких рубежей будет идти война? Все закончится, когда дойдут до границы. Закончите предложение, ну и варианты. 13% Донецкой области, 21% до границы с Польшей. Ну, там шутят в чате, непонятно, где будет польская граница, а так вообще с Польшей. Значит, и вот 32 и 35%. 32 по Днепру, Киев включительно. И 35% вот это области, которые вписали в Конституцию. Вот так думают люди. Как бы окончательного такого уверенного победителя нет, но тем не менее очень интересно, как вы видите вот на земле эту ситуацию. Что скажете? Скажу очень коротко, как и вначале говорил. Эта война может остановиться либо по линии разграничения, либо, как хочет этого Путин и Зеленский, на украино-польской границе. За границей боятся, и поэтому 18-23-летних выдергивают, чтобы они через 4 года не воевали на стороне другой. Поехали, друзья. Значит, ваши вопросы, сообщество YouTube. Табула раса. Хотели бы ли вы вернуть время назад и не выражать ненавистнических сентенций в адрес русского народа и российского руководства? Послушайте, я имею свое отношение к русскому руководству и русскому народу, просто у меня ими не интересуется. Я вам, можно бы, и сейчас что-то интересное рассказал. Добрый вечер, Игорь. Михаил спрашивает. Вы говорите, что у вас во время заключения было сотни телефонов. Скажите, у Да. всех есть такая возможность? Была ли она у Медведчука, Бережной, Дудкина? Или у них просто не было желания? А вот Дубинский пожелал, и у него появилась такая возможность когда-то, как и у вас. Смотрите, первое. У Медведчука, не знаю, где сидел Дудкин, но у Медведчука такой возможности не было. Такой возможности в тюрьме СБУ нету.
Такая возможность есть в Лукьяновском СИЗО. Если вы внимательно смотрели видео, где я об этом рассказывал, то для того, чтобы была такая возможность, надо ровно две вещи. Вещь номер один – деньги. Вещь номер два – деньги. Покупаются мобильные телефоны, передаются в тюрьму, заносятся в камеру. В каждой камере СИЗО есть мобильный телефон, кроме определенных. Ну, набушников нет вроде как. Нет, там очень серьезно, там очень А серьезно. почему? Вот подождите, да, это Я же вам тоже... скажу, смотрите, Александр, я вам Почему скажу, у набушников нет, а у Дубинского есть? Ну, смотрите, ну, хотя, смотрите, хотя тут тоже очень... Дубинский сидит больше от них. Послушайте, хотя тут тоже есть очень тонкий момент. Очень тонкий момент. Ну, вы же брали интервью у Дубинского, и я тоже, во время отсидки. На наших каналах они выходили. Все равно Дубинский пишет от руки, Конечно. когда кому-то хочет что-то передать. Есть какие-то периоды, когда есть кто-то рядом с телефоном, насколько я понял, да? Конечно, так и есть. Это опять же зависит от поддержки со свободы. Если нанятые адвокаты приходят утром, в обед и вечером, вот и все. Если наняты помощники и работают, это самое. Я еще раз говорю, для всех деревянных и тому подобное. Несколько вещей по Дубинскому, чтобы закрыть и по связи, чтобы закрыть тему. Больше на тему связи в СИЗО разговаривать не буду. Но скажу так. Когда контролеру платят от 7 до 9 тысяч гривен, которые ходят между камерами, и который через 2 на третий день сам чуть ли не сидит, ну, в этой тюряге, и потом еще Зеленский снимает по 1000, то я думаю, там не только телефоны могут принести, а все что угодно. Логично. Значит, дальше идем. Александр, Игорь Владимирович, добрый вечер, Виталий. А может это хорошо для Украины, что Трамп не хочет давать ей гарантии безопасности? Последний раз безопасность Трамп обещал Катару. Держим в уме 400 миллионов подарочный самолет. А теперь Белый дом заявляет, что был проинформирован об авиаударе Израиля по Дохе. А европейцам можно вообще верить? Заранее спасибо за ответ. Ну, во-первых, европейцы к Дохе точно отношения не имеют, какими бы они ни были. Во-вторых, а вы уверены, что в Катаре не знали об этом ударе? Удар был довольно точечным. Значит, это один момент. Второй момент. Гарантии Трампа. Да нам надо гарантии, которые войны не допустят. Вот я точно знаю, что самыми большими гарантиями может быть вот это экономическое сотрудничество. Я назвал в эфире у Александра 3 направления, а их 23 при желании может быть. На самом деле, самыми золотыми временами украинской экономики независимости это были времена после прилета в Киев Путина в 26-м, кажется, году, в 2006 году. К Ющенко, да. Да, когда Черномырдин был послом. И и первая половина правления Януковича. Ну, пока там семья с ума не сошла, и стоматолог не начал рассказывать, почему Ахметов богаче от сына президента. Вот. Работали деньги. И это была гарантия определенная. Работа, несмотря в Грузии война была, Ющенко летал туда. Да, начинались натягиваться отношения, но никогда не было противостояния, которое могло бы привести к столкновению. Почему? Потому что работали в Украине деньги российские, американские и европейские.
И работала страна, работала экономика. Вспомните все зрители, сколько тогда участков людьми было куплено, земельных квартир, домов построено, автомобилей. Продажа авто была в этот период, что я говорю, самая большая. Можете проверить, загуглить. Запорожцев сколько люди покупали? Вы помните Ну да, такую машину? прямо. То на Прадо, то на Ауди. Не-не-не, Ну, подождите. Запорожцев покупали люди покупали много. тоже Таврию Да, покупали. Ланосы, это все было там в Ланосы, Украине. Потому что, смотрите, вот эти Прады, там это все понятно. Сейчас вообще бум на эти дорогие тачки. Дело не в этом. Дело в том, что себе человек мог позволить, ну правильно, работая, конечно, да. купить автомобиль. Сначала Ланос, поработать на Ланосе, заработать на Ауди, потом на какую-то другую и так далее. Игорь, вы говорите, украинцы разные. Получается настолько, что не могут сплотиться больше семьи и близких. Вы что, так боитесь своих или своих за чужих считаете? Спасибо. Не понял. Еще раз. А, Значит, украинцы разные. Получается Ну, настолько, что не могут сплотиться больше семьи и близких. не, Вы смотрите. что, так Э, боитесь своих или Нет, своих за чужих считаете? смотрите, вы ошибаетесь. Я не боюсь вообще соотечественников. Вот. Вопрос в другом. Когда украинцы собираются, их много, их объединяет якась идея, то потом начинаются мировые потрясения. Поэтому это самое, это одна история. Польша была разделена, потому что потеряла Украину. А Турция не смогла, Османская империя, продвинуться в Европу, потому что украинцы защитили Вену. Но это одна история. Вопрос в другом. У нас при власти много лет люди, политики, которые играют на разделении, делают политику на разделении по языковому, религиозному принципу, исторической памяти, воевал, не воевал, был за границей, не был за границей и так далее, и так далее. Разделяя власть. Вот Александр в конце эфира вспомнил этот эпизод. Я на самом деле, это ж показатель. Убили нашу согражданку, молодую девушку. Убили невмотивированно. Да соболезнования, извиняюсь, сука, никто не высказал. Президент США говорит, она же наша гражданка. Так, значит, здравствуйте. Значит, много вопросов по Дубинскому прилетает. Эдвард, скажите, вы почти ежедневно присутствуете у блогера Филимоненко, которого Дубинский прямо называет агентством СБУ. Вы же поддерживаете самого Дубинского. Получается, что вы двойной агент? Что скажете по этому поводу? Спасибо. Ну, во-первых, если пригласите вы меня на эфир, это я к тому, кто задает вопрос, и у вас Эдварду. будет аудитория, то я тоже приду. Потому что я в эфире у Филимоненко, Шелеста, у кого угодно, даже если Петров Вова позовет, я отстаивать буду свою точку зрения. И если вам интересно, вы сейчас зайдете на канал Филимоненко Ой, не и надо. не, это я людям могу. Не, и И людям тоже посмотрите, это. я ему все рассказал свое отношение к тем вещам, которые он делает. Более того, он сказал, ему передал это информатор, я прямо ему сказал, этот информатор либо сученный, либо прямо сотрудник СБУ. Продолжим, вот из чата пишет, почему Дубинский писал донос на тех, кто сейчас в списке у Панченко, Богуславский, например. А как он на УПЦ гнал, предлагал отменять и сажать, а теперь получается борец и в списках. Прокомментируйте это. Смотрите, скажу вам две вещи. Первое. Я не читал списки. Никакие. Каждый может составлять любые списки, какие ему нравятся.
Но если идет вопрос о списках политзаключенных, то я скажу свое мнение. Политзащита, то есть правозащита, не бывает избирательной. Если человек сидит ни за что, за него надо бороться. Если человек виноват, он должен нести наказание. Это правило, аксиома. В случае Александра Дубинского, я не буду о других говорить ни о ком, вот в случае Александра Дубинского я четко понимаю, что вот ему можно предъявлять что угодно. Я там не разделяю сейчас его взглядов. Я знаю там по Киевской области проблемы. Еще более того, у меня есть свои вопросы, которые я ему обязательно задам, как только увижу и пожму руку на выходе с СИЗО. Но это же не означает, что человека надо хаять, гнобить, унижать, специально распространять информацию дискредитирующую, грязью обливать, когда он сидит в СИЗО. Я наоборот, я всем говорю, вопросы любые надо давать тогда, когда человек с тюрьмы выйдет. Если кто-то с зрителей не знает, поделюсь опытом, как человек, который чуть-чуть там проходил эти университеты тюремные. Поделюсь опытом, в тюрьме не предъявляют то, что происходило на свободе. То есть в тюрьме не могут спросить за твой долг. Выйдешь, решайте. В тюрьме Смотрите, могут тут, за другие вещи тут просто спрашивать. еще такой момент есть, ну, он важный. Смотрите, люди делятся на два типа. Одни думают, что люди вообще не меняются. Ну вот, то есть, а если что-то там это означает, там это обличение и так далее. Другие говорят, что, ребята, у нас настолько времена поменялись, что там условно вышедший там с зубами Янукович, и ты немножко отсылаешь себя на там, 15, там, 10-15 лет назад, ну, условно, да, и ты уже вспоминаешь, что время это вообще было уже даже не в прошлое, а в позапрошлой какой-то, еще какой-то непонятной жизни. То есть обстоятельства, ну вот что, бытие или сознание превалирует, понимаете? И вот это вечный конфликт. Одни говорят, что люди не меняются, другие говорят, что они меняются. Я всегда верю, что если человек изменился, то он должен меняться к лучшему, и только к лучшему. Ну вот это его путь. Александр, Потому что путь не может завести, ну, как бы в плохой какой-то там, смотрите, допустим. Я имею в виду Александр, мировоззренческие вещи, я не поступки имею в виду. Мировоззренческие вещи. Я за свою сложную довольно жизнь, разную, видел людей, которые менялись кардинально лучше, видел людей, которые менялись в обратную сторону, опускались и так далее. Поэтому люди действительно, вы правильно говорите, людям склонны меняться. Временам склонны и обстоятельствам меняться. Но есть понятия людские чести, есть понятия людские совести, есть понятие отношений между человеком и человеком. И их, как в случае с Дубинским, приступать нельзя. Понимаете? Просто нельзя. Поэтому я Севе, допустим, прямо сказал, это приблизительно, что я бы в эфире рассказал, что афроамериканец, чтобы нас не обвинили, поймал его в Стокгольме и пописал на голову. Ну, то есть, вот это, есть вещи, которые, просто за пределами, за пределами. Хорошо это или плохо? Я думаю, мне кажется почему-то, что у Филимоненко не было выбора. Хотя для меня понятия выбора нет, не существует. Я не отхожу от тех вещей. Поэтому и носорог, так сказать. Носорог.
так сказать, поебалу. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний вечер, за то, что присоединились к нашему прямому эфиру. Игорь Владимирович, благодарю вас за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим зрителям. Поддержите канал Александра. Он, как и мой, подсанкционный и преследуемый в нашей стране. Вот. Кстати, все, кто говорят за там, Филимоненко, там, еще за кого-то, где появляется Мосищук, кому-то это нравится, кому-то это, ну, нравится. Я появляюсь везде, чтобы показать режиму зеленый гнид, что они меня не сломали. Я очень жду, когда вас, ну, вас сегодняшнего, да, пригласит Гордон. Вот я прям жду это время. Да, вот назовем это произойдет, Александр. Это время. Вы знаете Дмитрия Ильича. Время, когда вас будет звать Гордон и будет говорить: да ладно, зеленые гниды. Ну, поживем. Вы знаете Дмитрия Ильича, поэтому я верю, что это будет. Друзья, всем большое спасибо еще раз. Оставайтесь на канале. Добра и света. Увидимся скоро.